Недавно меня спросили, какие десерты помогут сбросить вес. И возможно ли это? Несомненно, возможно. Я рекомендую кето-варианты. Жиробомба из арахисовой пасты. Клубничный чизкейк тоже можно. Брауни, печенье с кусочками шоколада. На вкус эти десерты почти не отличить от их сахарных аналогов. Только без сахара. Песочное печенье. Пальчики оближешь. Бисквитные маффины. Неплохо, да? И просто ягоды и сливки. Что угодно. На моем сайте довольно много рецептов. В описании будет ссылка. Но главное помнить два следующих принципа. Первый. Разумеется, вам нужен низкоуглеводный вариант десерта. Мы подолгу колдуем над рецептами, чтобы добиться превосходного вкуса, чтобы вам понравилось. Все они низкоуглеводные. Второй очень важный момент. В десертах должно быть много жира. Проблема в том, что если на десерт или между едой съесть что-то низкожирное, вы останетесь голодными, вы не насытитесь. А если там еще и сахара много, мало жира, много сахара, вы проголодаетесь уже через полчаса после этого десерта. Десерт должен быть высокожирным. Это ключ к интервальному голоданию. Вы сможете дольше продержаться без еды. Не советую есть эти десерты, если вы не соблюдаете интервальное голодание. Почему? Каждый раз, когда вы едите хоть что-то, в чем есть калории, вырабатывается инсулин. И именно инсулин не дает вам худеть. Нужна низкоуглеводная пища, это снизит инсулин, и нужно интервальное голодание. Обычно человек завтракает, потом перекусывает, и это все еще утро. Потом обедает, потом полдничает, потом ужинает и на ночь опять перекусывает. Это ж с ума сойти. Даже на низкоуглеводной диете. Понимаете? Нужно постепенно прекратить перекусы. Но единственный способ — это добавить жиры. Чтобы употреблять достаточно жиров, можно добавить десерт или небольшую жиробомбу. Это такой небольшой кето-десерт. В идеале надо отказаться от перекусов, удлинить перерывы, потом отказаться от завтрака, и останется лишь 2 приема пищи. Вы продолжаете в таком духе и выдерживаете без еды все дольше, дольше и дольше. Голодание понизит инсулин, и вы сможете начать худеть. Потом вы начинаете сокращать перерыв между обедом и ужином до 4-часового окна. Если у вас много лишнего веса, медленный метаболизм, и вы уже не молоды, уберите один из этих приемов пищи и перейдите на одноразовое питание. И не бойтесь съесть довольно много жира или даже десерт в этот прием пищи. Это поможет вам сбросить вес. Главное — это интервальное голодание, нечастые приемы пищи и мало углеводов. Иногда возникают такие проблемы. Человек ест эти десерты и никак не может остановиться. Начинает особенно вечером и просто ест, ест и ест. Это проблема. Вы должны контролировать количество. Не ешьте больше 2-3 печенюшек. Маленькие брауни или, скажем, жиробомбы. Тоже максимум 2-3 штуки за один прием пищи. Встречается и такая проблема — перекусы между приемами пищи. И это самое главное, что мешает сбрасывать вес. Даже на кето. Перекусы между приемами пищи, в том числе небольшие. Вот поэтому вам необходим какой-то жир, или десерт, или что-то небольшое из жира в конце еды, не между приемами пищи. Если между приемами пищи вы голодны, просто съедайте больше жиров в конце еды. Так вы продержитесь дольше, безо всяких перекусов. Многие перекусывают даже не проголодавшись. Просто нужна самодисциплина, чтобы избавиться от этой привычки. И еще одна ошибка — не есть пищу, богатую питательными веществами. Это называется грязным кето. Это нездоровая версия кето. Какую-то пользу человек получит, но далеко не всю, потому что ест мало салата и овощей, не ест органическую еду. Питательные вещества важны для избавления от инсулинорезистентности, и они отлично помогают похудеть, особенно если вы на плато. И последний момент — сахарозаменители. Есть 2 заменителя. Первый — мальтит, а второй — волокно тапиоки. Из всех сахарных спиртов эти 2, как правило, поднимают инсулин особенно сильно. Так что я не советую мальтит или волокно тапиоки, хотя в некоторых рецептах я его использовал. В крайнем случае используйте совсем чуть-чуть. И не слишком часто, ведь они могут повысить уровень инсулина.
Спасибо за просмотр, попробуйте и напишите, что получилось. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.